Привет, друзья! Берлин потрясен. В самом центре столицы, за закрытыми дверями одного из правительственных зданий, прошла встреча, о которой не было ни одной строки в официальной хронике. Журналистов туда не пустили, охрана усиливалась за несколько часов до начала, а список участников не раскрыт до сих пор. Однако, как стало известно из разных косвенных источников, речь идет о тайной встрече с участием канцлера Фридриха Мерца. Приглашение получили лишь избранные представители промышленного лобби, бывшие главы спецслужб, несколько экономистов с международными связями и, что особенно интересно, один из экс-советников по внешней политике времен Гельмута Коля. Все указывает на то, что Мерц собрал вокруг себя лиц, которым он действительно доверяет, чтобы озвучить то, что пока невозможно сказать официально. По данным, которые уже начали циркулировать в экспертной среде, тема встречи не просто курс реформ. Это речь о полной трансформации германской политики. Сам Мерц, по словам очевидцев, использовал формулировку «перезапуск системы». Новая стратегия получила в кулуарах кодовое название «Суверенный путь». В ней фигурируют такие принципы, как отказ от внешней зависимости, экономическая самодостаточность и перераспределение центров влияния внутри Евросоюза. Все это пока подается как дискуссионные тезисы, но участники говорят, атмосфера в зале была как перед запуском чего-то необратимого. Но это только разминка. Дальше удары по самым чувствительным точкам Евросоюза. Что именно было сказано за закрытыми дверями, неизвестно. Однако, как пишут некоторые наблюдатели, близкие к экспертным кругам, канцлер Фридрих Мерц мог говорить не просто о текущей политике, а о будущем Германии после 2030 года. Один из участников встречи, чье имя не раскрывается, намекнул. Речь шла о конце зависимой модели, в которой Берлин десятилетиями подстраивался под интересы Брюсселя и Вашингтона. Один из фрагментов, якобы произнесенный Фридрихом Мерцем, уже активно циркулирует в соцсетях и телеграм-каналах. Нельзя строить сильное государство, если мы продолжаем играть по чужим правилам. Эта фраза породила волну споров. Одни говорят, что речь шла о финансовой политике, другие уверены, что удар по НАТО и внешнеполитической ориентации последних десятилетий. Особый резонанс вызвало обсуждение возможного пересмотра договоренностей с Европейским Союзом вплоть до передачи полномочий от брюссельских институтов обратно в Берлин. Здесь, как утверждают некоторые источники, речь идет о перераспределении влияния в таких вопросах, как судебная система, финансовое регулирование и энергетика. Интересно, что сразу после встречи один из немецких депутатов от правящей коалиции отказался комментировать произошедшее, сославшись на внутреннюю закрытость дискуссий. Тем не менее, в прессу попали обрывки документа, подготовленного аналитическим отделом правительства, где прямо говорится: реформа модели управления требует переосмысления роли Германии в Европейском Союзе и корректировки правовых связей. Если все это подтвердится, Германия действительно готова переписать правила не просто для себя, а для всей Европы. И вот здесь начинается настоящее потрясение. То, о чем раньше боялись даже говорить вслух. По данным инсайдеров в Министерстве экономики, Германия готовит радикальный разворот. Зеленая повестка, еще недавно считавшаяся неприкосновенной, идет под нож. Новый курс Фридриха Мерца может привести к полной перезагрузке всей климатической политики страны. И это не преувеличение. В кулуарах правительства обсуждаются документы, предполагающие приостановку климатических налогов и временное освобождение крупного бизнеса от экологических обязательств. Как утверждают источники, близкие к экспертной группе при Кабмине, промышленность буквально требует ослабить экологическое давление. Высокие тарифы душат производство, а зеленые реформы времен Шольца тормозят экономику. В ответ на это правительство рассматривает возвращение угольных теплоэлектростанций в качестве вынужденной меры. Это сценарий, от которого отказались еще при Меркель, теперь снова в повестке. Интрига лишь нарастает. В экономическом поле правительства появилась неформальная формулировка «энергетическая мобилизация». Она означает, что зеленые правила отступают перед новым приоритетом спасения индустрии. Один из чиновников заявил на условиях анонимности: речь больше не идет о риторике, теперь на кону выживание экономики, а это только начало. Но самое дерзкое – это открытая конфронтация. Германия идет против всех.
Решение, принимаемое Берлином, вызывает настоящую бурю в столицах Евросоюза. По данным нескольких европейских обозревателей, последние шаги Фридриха Мерца были проведены без предварительной консультации с Брюсселем. После того, как утверждают источники, близкие к переговорам, ключевые союзники Германии, Франция, Нидерланды и скандинавские страны были поставлены перед фактом. Ответом стал шквал недовольства, но, как видно, Мерц не намерен отступать. Его курс становится все более самостоятельным, даже дерзким. Германия начинает вести себя как отдельный геополитический игрок, а не как дисциплинированный участник коллективной системы Европейского Союза. Об этом говорится и в утечках одного из аналитических центров при парламенте. Берлин сознательно выстраивает линию суверенного сопротивления брюссельским структурам. Это уже не просто о климате. Речь идет о сломе архитектуры принятия решений в Евросоюзе. Один из аналитиков в интервью немецкой прессе отметил: Мерц разрушает старую модель, когда Берлин молча исполнял. Теперь все иначе, все больше намеков на то, что за этим стоит не только идеология, но и глубокие разногласия по вопросам безопасности, энергетики и полномочий Европейского Союза. А за кулисами не просто споры, там готовят сценарии, от которых мурашки. По сообщениям европейских обозревателей, в Бонне на минувшей неделе прошла закрытая встреча военных советников из Германии, Франции и Польши. Без камер, без заявлений, без следов в официальных хрониках. Казалось бы, обычная координация, но, как утверждают источники, близкие к структурам безопасности, за закрытыми дверями обсуждался новый сценарий. Формирование автономного оборонного механизма вне рамок НАТО. Речь идет не просто о совместных учениях. На повестке возможен обмен разведданными, согласование оперативных стратегий и даже создание единых быстрых сил реагирования. Этот шаг может стать революцией. Впервые за десятилетия обсуждается военное сотрудничество без американской надстройки. И это на фоне роста напряженности в отношениях между Берлином и Вашингтоном. В экспертной среде уже появилось неофициальное название «Теневой альянс». Его идея – это быстрая и независимая координация без оглядки на натовскую бюрократию. Звучит как фантастика, но, как подчеркивают военные аналитики, в условиях новых угроз и раскола внутри Европейского Союза это может стать не альтернативой, а будущим, и это только начало. Если вы думаете, что это предел, вы ошибаетесь. Разговоры о тайной военной координации уже переступили те границы одной встречи, как сообщают источники, близкие к дипломатическим кругам. К обсуждению формата могли быть негласно приглашены еще несколько стран. В первую очередь государства Восточной Европы, особенно активно Чехия, которая, по словам инсайдера, уже направила делегацию для предварительной консультации. Необычную тишину сохраняет Италия, при том, что в Риме традиционно выступают против военных инициатив вне НАТО. По мнению некоторых экспертов, это начало новой геополитической архитектуры. Германия как мозговой центр, Франция как дипломатический щит, Польша как военная опора. А теперь вопрос: кто же готов присоединиться к этой оси? Переход от слов к действию может случиться быстрее, чем многим хотелось бы. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.